Ну что, научимся прошивать любой ТВ-бокс на AM-Logic. Единая видеоинструкция, полная видеоинструкция на канале Технозон. Поехали! Привет, ребят! Вот так вот у нас сегодня ТВ-боксы, представители именно AM-Logic, представители 912, 905X3, 922X, тоже 912. В общем-то, здесь собраны различные AM-Logic, и мы сегодня научимся их прошивать правильно с помощью кабеля. Мы не берем сейчас вопрос прошивки через флешки, мы как раз будем прошивать через кабель. Это самый правильный путь прошивки. Мы с вами разберем конкретно разные случаи. Специально подобрал боксы, у которых абсолютно разные варианты прошивок. Подписываемся, нажимаем колокольчик. Ссылка на USB Burn-in Tool в описании под видео, а нам понадобится это приложение. И начинаем. Итак, у нас есть представители. Во-первых, какие кабели мы используем и что нам понадобится для прошивки. У нас есть лэптоп, у нас есть кабели для прошивки. Смотрите, я использую обычно кабель USB простой на USB Type-C. Почему? Потому что у меня в ноутбуке USB Type-C. Я советую использовать вот такие вот кабели USB 3.0. При этом желательно именно желательно кабели от Ugreen. Они очень хороши. Ссылочка на Ugreen кабели будет лежать в описании под видео, на проверенные. И вот я еще, кстати, использую самый вот простой аткомовский кабель. Это 2.0 кабель. Он длинный, но он работает с ферритовым вот фильтром, да, как их называют. Короче, в общем-то, для избежания помех. Хотя, по-моему, тоже маркетинг такой сущий. Смотрите, вот такой вот кабель. Но я предупреждаю сразу, что если вы используете подключение на компьютере USB Type-C, вот такого вот кабеля, то, скорее всего, вам понадобится дополнительное питание даже на тех приставках, на которых его не нужно использовать. В частности, без дополнительного питания у нас шьются S905X3, S905X2, S905X, некоторые S912, хотя S912 мне приходится использовать питание, пишет low power. Хорошо, дальше, с кабелями разобрались. Теперь мы на нашем компьютере, нам понадобится вот такое вот приложение, которое называется USB Burn-in Tool. Вот мы с вами запустили USB Burn-in Tool. Пожалуйста. Устанавливается оно очень просто. Что мы здесь делаем? Единственное, что мы здесь выбираем Language, это вторая вкладка английский, хотя она изначально на английском. И мы должны открыть с вами файл прошивки. Файл прошивки обязательно должен быть image. Будем пытаться прошить с вами какую-нибудь приставку. Давайте, например, прошьем Югус. Да, не столь суть важно, что мы будем прошивать, потому что покажу для всех. Идем с вами в ветку на FOPD Югус AM6+. Ищем прошивочку. Давайте неофициальную какую-нибудь прошьем. Возьмем вот от SAS Vlads 0.3.4 на Android TV. Нажимаем скачать. И нас интересует именно для прошивки. Вот нас не интересует апдейт, нас интересует файл для прошивки. Скачиваем его. Обычно их прошивки зипуют, либо рарят, то есть их помещают в архив, вам их нужно будет просто-напросто распаковать, чтобы у вас был один файл с image, с EMG расширением. Наша прошивочка закачалась, мы ее просто-напросто распаковываем в папочку. Вот она у нас появилась, одна прошивка, которая заканчивается с расширением EMG. Теперь в USB Burn-in Tool мы с вами должны научиться подключать правильно приставку. Ну, обычно выглядит, как это выглядит потом, но нам необходимо с вами научиться для начала подключать правильно. Это вот сейчас я вам показываю просто как подключать. Потом уже действия по прошивке мы с вами разберем. Для того, чтобы прошить, нам понадобится нечто длинненькое, возможно, булавка, зубочистка. Желательно при этом, чтобы оно было деревянное, либо пластиковое. Почему? Чтобы, не дай бог, не коротнуть какие-нибудь контакты. Что же нам необходимо будет замыкать? Как это все выглядит? Смотрите, например, на 905X3 процессорах, вот мы включаем USB 3, советую, кстати, использовать USB 3 порт в компьютере, потому что иногда необходимо дополнительное питание, вот не хватает питания, вот использовать USB 3 с USB 3 кабелем, необходимо дополнительное питание для приставки, и USB 2 выдает 0,6 ампер, да, а USB 3 выдает 0,9.
Так вот, куда включать USB кабель? USB кабель на 905X2, 905X3 процессорах включается в черный порт. Вот он включается в черный порт, при этом нам необходимо что-нибудь зажать. Но что же нам необходимо зажимать? Сейчас мы с вами смотрим. Например, на приставке TX9S есть такое гнездо, оно называется Reset, хотя оно не подписано. Если мы туда ткнем, то мы нащупываем там кнопочку. То есть вот просто-напросто тыкаем туда и нащупываем кнопку. Она сейчас у меня клацает. Как выглядит процесс подключения? Если мы с вами воткнем, вот вы сейчас видите USB Burn-in Tool, если мы с вами воткнем этот Reset и воткнем в USB кабель в ближний порт к питанию, то мы видим, у нас в USB Burn-in Tool появилась Connect Success. И вы уже можете прошивать приставку, вы можете выбирать файл прошивки и шить. То же самое происходит на 905X2, 905X3 процессах, но не на всех приставках 905X2, 905X3 есть вот такое вот гнездо, вернее такая вот кнопочка Reset. Обычно есть такая привычка у них прятать ее в разъем 3.5 наушников, разъем 3.5 звуковой. Или аудио-видео, как он называется. Вот я нащупал кнопку, я клацаю. Вот здесь вот такой вот у нас разъемчик, вот он, 3.5. То есть мы нажимаем и там проклацывает что-то. Я возьму туда что-нибудь потолще, чтобы оно мне не телипалось. Вот, вообще отлично. Вот смотрите, если я сейчас нажму на кнопку и воткну в USB черный, то у нас опять же на том же USB Burn-in Tool должно появиться вот Connect Success. Значит, приставка готова к прошивке. Прошивается все очень-очень просто, но на самом деле. Смотрите, например, в том же самом Yugus либо Minix тут немножечко другая система. Дело в том, что для того, чтобы прошить Yugus, вам однозначно понадобится дополнительное питание. Это специфика 922X процессора. И выглядит это вот таким вот образом. Смотрите, например, на Yugus'ах есть Recovery, есть Mask-ROM. Нам понадобится Recovery. То есть обычно это одна какая-то точка, которая вот прошивается. Но дело в том, что это тоже не все. Есть приставки, в которых нет вообще точек. Сейчас мы это тоже с вами разберем. В 922X процессорах включается в синюю. Вот мы с вами воткнули, зажав вот это гнездо. И смотрим, ждем. Ничего не происходит. Правильно, потому что нам при этом при зажимании необходимо будет еще подать питание. Без питания ничего у нас не законнектится. Смотрите, подаем питание. Вот у нас появилась Connect Success. Мы можем убрать вот эту штучку, но питание мы не убираем. Мы питание не убираем. То есть в таком случае есть у нас Connect Success. Но дело в том, что есть у нас приставки, которые шьются немножечко по-другому. Например, в Minix для того, чтобы прошить, существует не гнездо USB 3, а существует отдельное OTG гнездо по типу вот USB Type-C. Для этого нам понадобится совсем другой кабель и понадобится опять то же самое внешнее питание. То есть мы берем внешнее питание, берем кабель Type-C на USB, либо Type-C, Type-C, если у вас есть Type-C в вашем компьютере. Вот убираем. Кстати, компьютер нам, конечно же, нужен на Windows. Вставляем вот этот вот OTG в OTG разъем. У нас здесь тоже есть точечка, которая отвечает за подключение. То есть мы ее зажимаем. Конечно, это все крайне удобно, но, надеюсь, вам понятно, да? То есть вы зажимаете точечку, вот зажали и включили питание в вашу приставку. Это все делается вот таким вот образом. Но что же делать, когда вы не находите кнопку, которую вам необходимо зажимать? Вот нет такой кнопки, это действительно существуют такие приставки, например, M8S Max, например, здесь нет кнопки в разъеме 3.5, здесь нет ее, вроде есть кнопка на периметре, но она не нажимается, то есть она просто-напросто не распаяна, здесь таковой кнопки не существует. Что нам нужно? Это не значит, что ее невозможно прошить, то есть нам нужна будет отверточка. Снимаем ножки, выкручиваем винтики, снимаем крышечку. Здесь у нас вентилятор есть. Ну, это не столь суть важно. Сейчас мы просто вам должны показать, как коннектится приставка. Вот, мы ее разобрали. И смотрите, там, где место у нас была не распаяна кнопка, у нас есть два контакта, которые нам просто нужно будет замкнуть для того, чтобы ее подключить. То есть мы берем с вами какой-нибудь замыкающий элемент. В моем случае просто-напросто провод.
И запомните, для 912 процессоров используется всегда ближний порт к зарядке. То есть не к зарядке, а к разъему питания. То есть нам здесь понадобится еще разъем питания по ходу. Посмотрим, понадобится, не понадобится. Бывает, что надо, бывает, что нет. Замыкаем эти два контакта и вставляем USB-порт. О, Connect Success, пожалуйста. Наша приставка загорелась, она готова к прошивке. Такое тоже бывает на самом-то деле. Давайте вытащим. Мы сейчас с вами рассмотрели варианты, как подключать приставку к вашему компьютеру. Теперь мы рассмотрим, как же происходит процесс прошивки. Мы в файл выбираем Import Image. Вот у нас есть AM6, ну я немножечко другую прошивочку возьму, без разницы. То есть у вас есть EMG файл, это должен быть конкретно EMG. Мы загружаем. Происходит у нас проверка прошивки, и мы нажимаем старт. То есть это уже сам алгоритм прошивки. Теперь возвращаемся к приставке. Берем скрепку, либо то, что у нас с вами мы используем для нажатия. В моем случае мы будем использовать дополнительное питание. В 905X3 процессорах дополнительное питание не нужно. Зажимаем кнопку, вот именно по такому алгоритму. Если это 922X, вставляем в USB 3. Вот, вставили. Если это 905X3, 905X2, либо 912, то оно уже должно пойти прошиваться. В данном случае мы втыкаем питание и ждем. Вот у нас сейчас должна пойти прошивка. Все. Прошивочка пошла. Как мы видим на экране, пошел сам процесс прошивки. Нам остается просто-напросто ждать. Процесс прошивки обычно занимает от 3 до 6 минут, не более. Какие у нас могут возникнуть проблемы в процессе прошивки? Если у нас выдает ошибку такую красным, вот здесь вот пишет Data Transfer Error, это 100% виноват кабель. Если выдает Low Power, то это 100% не хватает питания. Необходимо использовать вот такую вот именно схему включения. Зажали кнопку, включили кабель USB, включили дополнительное питание. Тогда заработает. Либо если у вас, допустим, случилось такое, что написано DDR, там вот надпись какая-нибудь связана с DDR, это, скорее всего, вы скачали не ту прошивку, которая не подходит по типу памяти. Обычно в теме NFOPDA есть огромное количество инструкций о том, как прошивать. Мы даем вам видеоинструкцию о том, как прошивать и что прошивать, и какие прошивки необходимы. Поэтому вам следует именно следовать тем инструкциям, которые есть на NFOPDA, а здесь мы разбираем основные моменты. Еще хочу сказать, если вдруг во время прошивки выключили свет, что-то пошло не так, не беспокойтесь. Платформу IMLogic убить крайне трудно, и она действительно неубиваемая. Даже если вы его закирпичили, то есть инструкции по раскирпичиванию. Обычно есть группа контактов на плате, которые необходимо замкнуть и подключить кабелем, и тогда она сработает однозначно. В частности, вот, например, на M8S Max есть вот такая вот группа контактов. Сейчас покажу, она находится вот здесь. Вот здесь замыкается два контакта, и просто-напросто будет все отлично. Наша прошивочка уже подходит к концу, то есть 4 минуты 52 секунды. Когда мы увидели 100% burning successfully, мы нажимаем стоп. Вытаскиваем с вами разъем питания и вытаскиваем USB. Это в случае с 922. Сейчас мы с вами отработаем алгоритм для 905X3. То есть там все очень тоже просто. Вы загрузили прошивку, нажали старт. Ну, в моем случае я старт не буду загружать. Вы взяли просто-напросто скрепку, либо что-то, чем вы будете зажимать. И то же самое, то есть мы с вами нажали старт, взяли 905X3 или 905X2. Здесь используется черный USB. Вы зажали кнопку, либо, допустим, это точка, либо в аудио-видео порту, в аудио-видео разъеме зачастую его туда делают, и вставляем в порт USB 2.0. Все, и у нас, в принципе, пошла уже прошивка. То есть, какой алгоритм? Вы скачали прошивку, вы нашли точку, которую вы будете зажимать, либо это будет здесь точечка, дырочка, такая отверстие с reset, либо это кнопка здесь, либо кнопка на днище есть, тоже в отверстии, либо вам придется разбирать. В принципе, ребят, это был основной ликбез по прошивке ТВ-боксов на IMLogic. Ничего другого вам не нужно. Это полная инструкция. USB Burn-in Tool скачаете в описании. Ссылки на проверенные кабели тоже в описании под видео. Если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх. Обязательно подписываемся. С вами был Bubble на канале Технозон. Пока, ребят.